Всем привет, с вами снова Беня, и сегодняшний видеоролик будет связан с созданием персонажей, а также их дизайном. Я читаю все ваши комментарии и заметила, что вы бы хотели увидеть видео на эту тему, поэтому некоторое время подумав, я решилась поделиться своими мыслями и надеюсь, что я кому-нибудь смогу помочь этим видео или вдохновить. А прежде всего, как всегда, будет дисклеймер. Пожалуйста, это очень важно, прослушайте его, прежде чем смотреть дальше. Не воспринимайте это видео как пошаговое пособие или туториал. Я не считаю себя гуру рисования или человеком с художественным образованием, поэтому я просто делюсь с вами своим опытом, какими-то лайфхаками и собственными методами, которые помогли лично мне в моем творческом пути. Не факт, что они помогут каждому, потому что тут все очень индивидуально. Все, о чем я вам сегодня буду повествовать, будет являться лишь ознакомительной информацией, и вы сами для себя решаете, следовать ей или же нет. Приятного просмотра! Что ж, начнем с того, для чего вы создаете этого персонажа. Поверьте, данный вопрос может очень помочь в визуализации образа. К примеру, вы создаете персонажа для какой-то определенной вселенной со своими канонами и жанрами, или это просто фандомный персонаж, а может вы пишете посты в ролевых чатах и хотите создать для них определенного характера. На это есть множество причин, и ответив на заданный себе вопрос, вы сможете определиться, для чего вам все-таки нужен этот персонаж. Что может вдохновить на его создание? Любая песня, музыка, артисты, певцы, ваши любимые актеры, любые другие персонажи из поп-культуры, картинки из интернета, да и вообще, в принципе, все что угодно, даже кот на улице. К примеру, у вас есть любимые герои из аниме, и вам бы хотелось, чтобы черты этих персонажей преобладали в вашем собственном. Тогда какие проблемы? Создавайте и радуйтесь. Но важно не копировать все подчистую, потому что это, к сожалению, будет считаться не оригинальным персонажем, а настоящим плагиатом. Вы можете взять какую-то часть характера или дизайна одного персонажа и совместить с другим, плюс добавить что-то от себя. Также хочу упомянуть, чтобы вы не боялись использовать свои черты внешности, характера или даже увлечения для наделения ими персонажа. По моему мнению, это помогает нам проявлять больше симпатии к тому, что мы создаем. Если вы поняли, для чего вы хотите создать персонажа и вдохновились, то сейчас я хочу предоставить вам схему, по которой вы можете дальше действовать. Лично мне она очень часто помогает, и с помощью нее можно четко определить все этапы создания, опираясь на которые можно сформировать хорошую базу для дальнейшего развития. Что ж, первая схема – среда обитания персонажа, страна, планета, биом и так далее. Затем после этого идет его увлечение, характер и биография, и в самом конце вы уже ориентированы на дизайн, исходя из всего перечисленного. Либо вторая схема – создание дизайна в первую очередь, потом идет биография, место обитания, работа, характер, увлечение и так далее, все остальное. Для начала давайте разберем первую схему. В ней вы сначала думаете в целом над окружением и биографией персонажа, а потом, отталкиваясь уже от всего этого, реализуете дизайн. Люди, которые умеют писать длинные интересные биографии, я вам хлопаю стоя. Но бывает так, что нет абсолютно никакого желания описывать биографию своего персонажа, создавать его историю от начала до конца жизни, кто были его родители, в какую школу он ходил, с кем дружил и так далее. То на помощь вам могут прийти мудборды. Мудборд – это визуальное представление вашего персонажа, которое состоит из изображений, палитры, музыки, эстетики и так далее. Подумайте над характером персонажа. Даже если он будет нечетким, но выделите в нем для себя какие-то основные черты. Поразмышляйте, какая атмосфера больше подходит для него. Может, это открытый, жизнерадостный персонаж, который любит чай, прогулки по лесу и трогать траву. Или это закрытый и холодный персонаж, который увлекается роком, играет на гитаре, пьет энергетики каждый день. Какой цвет, животное, время года, музыка, занятие или вещь ассоциируется с ним? Все эти маленькие детали могут вывести вас к основному образу.
В целом, с помощью такого мудборда вы можете охарактеризовать вашего персонажа и показать его основные черты характера с личностью, чтобы дальше было удобнее как раз-таки подбирать дизайн. Еще хочу добавить, чтобы вы также не ограничивали себя в расе. К примеру, это может быть не просто человек, а кэмономими, то есть зверочеловек. Я лично обожаю так делать, потому что думаю, что через характерные черты животного мы можем показать образ нашего персонажа ярче. Давайте вернемся к схеме. Сейчас я не буду расписывать огромную биографию, но просто приведу для вашего ознакомления пример. Что ж, вот мой персонаж живет в Китае, увлекается готовкой пельменей, но у него очень плохо это получается, хотя данное занятие доставляет ему огромное удовольствие. Он продолжает стараться и хочет стать самым лучшим пельменщиком в мире, несмотря на все его неудачи. Из этого описания мы можем понять, во-первых, какой культуре принадлежит персонаж, какой у него род деятельности, а также основная черта характера. Если и дальше продолжать более детально развивать эти факты, то мы можем сформировать неплохой дизайн. За референсы и вдохновение для костюма мы берем китайскую культуру, ищем различные виды костюмов этой страны, собираем все понравившееся и формируем дизайн. Конечно, никто не запрещает вам опираться на уже созданных персонажей по этой тематике, и я бы даже сказала, это будет очень полезно для насмотренности. Думаю, про Pinterest мне сейчас даже упоминать не надо, потому что это и так понятно, он является основой и базой всего. А вот в дополнение вы можете взять фильмы, сериалы, аниме, комиксы, где присутствуют похожие персонажи, и сохраняйте для себя референсы со всего этого. Что ж, а теперь давайте разберем вторую схему. Во второй схеме вы уже начинаете с дизайна персонажа, а затем, отталкиваясь от этого, придумываете и развиваете его биографию. Идея для создания дизайна номер 1. Для тех, кому очень тяжело дается поиск палитры, виды причесок и одежды, я могу посоветовать сайт с уже имеющимися шаблонами для создания персонажей. Это такой своего вида конструктор, я бы сказала. Он прост в использовании, и с помощью него вы можете хотя бы примерно увидеть, как может выглядеть придуманный вами персонаж, не затрачивая при этом огромное количество сил на отрисовку всех возможных вариантов. Там довольно большой выбор мейкеров, который предоставлен различными художниками, а ваша задача состоит в том, чтобы просто найти более приятный в использовании мейкер и попробовать создать там примерный дизайн вашего характера. А после того, когда вы уже выбрали дизайн, старайтесь добавить ему своих деталей, идей и изюминок. Но помните, чем больше деталей, не всегда бывает лучше. Пусть образ будет не сильно перегружен, но зато он будет довольно-таки запоминающимся. А еще с помощью этого сайта можно разобрать огромное количество видов причесок, одежды и аксессуаров, что дает большой плюс к насмотренности и вашей библиотеке идей. Идея для создания дизайна номер 2. Как я и говорила, огромное количество деталей не всегда дает удачное восприятие. Порой таких персонажей тяжело рассматривать, и ты теряешься во всех этих украшениях или атрибутах. А еще, возможно, вам самим потом будет тяжело вырисовывать каждую деталь. Но если вы со мной не согласны, и вы наоборот любите нагруженных персонажей, то это ваше право и дело. Я вас ни в коем случае не буду переубеждать, потому что главная цель персонажа, чтобы он нравился и приносил удовольствие нам самим. Но будьте готовы, что когда вы делитесь персонажем с другими людьми, то они не всегда могут положительно его воспринимать, и в любой момент нужно быть готовым к критике. Теперь все-таки давайте сейчас поговорим о насмотренности. Попробуйте составить список или доску всех ваших любимых персонажей, а затем посмотрите, что в них такого индивидуального, что больше всего вас привлекло конкретно в их дизайне, и что в первую очередь цепляет глаз, когда смотришь на них. Проанализируйте палитру и как создатели этих персонажей обыграли ее, совмещая с дизайном. Включите свою насмотренность и внимание к деталям.
Когда вы поймете, то постарайтесь побольше узнать об этих дизайнах в интернете, а также поискать подобные им. Либо, опять-таки, вариант с совмещением деталей, костюмов и добавлением своих идей. И помните, что вдохновляться чем-то это не значит плагиатить. Плагиат – это умышленное копирование и присвоение себе чужого труда или идеи. А когда вы, к примеру, взяли какую-то одну или несколько деталей в образе у другого персонажа, а затем, немного изменив или совместив это со своими идеями, добавили к своему характеру, и кто-то начинает вас обвинять в плагиате, то не паникуйте. Все равно, несмотря даже на эти похожие детали, вы будете уверены в том, что у вас есть совершенно другая биография и свои идеи с образом, которые никак не похожи на другого персонажа. Да, я соглашусь, что заново изобрести велосипед невозможно. Поэтому можно сказать, что многое уже было создано до нас, и многие наши идеи также мог придумать уже другой человек. Но это не должно вас останавливать, потому что такое есть и в жизни. К примеру, можно встретить множество похожих людей в стиле, людей с одинаковыми прическами или идентичными увлечениями и музыкальными вкусами. Это нормально, но ведь это всего лишь некоторые характеристики, которых они похожи. Этим я хочу сказать, чтобы вы не боялись создавать то, что вам действительно нравится, а не изводить себя в погоне за индивидуальностью и лишь ради того, чтобы ваша идея была единственной на миллион. Идея для создания дизайна номер 3. Мне кажется, она самая интересная из всех, потому что это хуманизация. Для тех, кто не знает, то это изображение живых существ, неодушевленных объектов и абстрактных понятий в виде людей. Да, я буквально рисую почти каждого своего персонажа, лишь хуманизировав какое-либо животное, растение, еду или украшение. Хочу отметить, что такая практика не только дает вам возможность создать персонажа, но и прокачать ваши креативные навыки. Для начала выберите понравившуюся вам картинку с животным, вещью, растением, украшением или еще чем-либо. Затем проанализируйте образ своего объекта хуманизации. Как мне кажется, тут все же может помочь правило Shape Language, языка форм. Если в образе вашего объекта больше преобладают острые элементы, треугольники, то, соответственно, к образу хуманизированного человека вы можете добавить дерзкий и хаотичный дизайн. Если же у вашего объекта больше плавных форм, то есть круги, то в результате может получиться нежный и милый дизайн. Ну и та же схема с прямоугольниками. Они больше ассоциируются с силой и упорством, поэтому дизайн вашего персонажа может стать таким храбрым, героическим. Также, кто любит экспериментировать, то можно даже совмещать все эти три формы между собой, и тогда у вас будет получаться более интересные дизайны. Затем выделите палитру по этой фотографии. Еще один плюс хуманизации в том, что, несмотря на дизайн, благодаря этой практике у вас будет уже примерное понимание палитры своего персонажа, которую вы сможете использовать в дальнейшем. А еще хотелось бы дать несколько лайфхаков по тому, как я придумываю имена. Первое. Самые банальные сайты с именами. Я чаще всего люблю придумывать персонажам национальность, поэтому если, к примеру, у меня персонаж японец, то я гуглю редкие красивые японские имена. Если китаец, то действует та же схема. А также можно гуглить актеров по этому же способу. Зачастую у многих актеров редкие и красивые имена с фамилиями. Второй вариант. Еще есть вариант с переводом различных слов на всевозможные языки. Благодаря такому способу вы можете как бы зашифровать саму идентичность персонажа в его имени. К примеру, если с персонажем ассоциируется луна, небо или лес, вы вполне можете перевести эти слова на другие языки и получить интересные результаты. Также не останавливайтесь на ассоциациях, но и переводите черты характера и внешности для разнообразия. Третий способ – это онлайн-генераторы. Да, сейчас, к счастью, в интернете насчитывается огромное количество генераторов на любой вкус и цвет, поэтому для того, чтобы придумать интересное или очень редкое имя, вы можете воспользоваться их помощью.
Заметьте, что у каждого генератора также есть свои индивидуальные настройки, где вы можете выбрать гендер, страну, расу или даже жанр генерируемого имени. Лично для меня такие сайты оказались полезными в свое время. Под конец я бы хотела упомянуть, что открываю сбор донатов на оборудование, а точнее сейчас мне больше всего нужен хороший микрофон. Все проходит на моем бусте, и ссылку я оставлю в комментариях. На самом деле это первый раз в моей жизни, когда я предлагаю своим подписчикам помочь мне с накоплением, но, пожалуйста, прошу вас не воспринимать это как принуждение. И еще раз повторюсь, что это лишь по вашему собственному желанию. В самом конце все средства, которые были собраны, будут вложены в улучшение видеороликов. Ну а на этой минуте видео подходит к концу. Пожалуйста, прошу вас внимательно прочитать последний слайд со списком моих материалов, которые были использованы в видео. Я заметила, что многие, даже несмотря на уже оставленный мною список, продолжают задавать вопросы по поводу того, чем я пользуюсь. Благодарю каждого, кто досмотрел до конца, и надеюсь, что я смогла чем-то вам помочь или просто дать почву для размышлений. Любой ваш комментарий с пожеланиями или дополнениями к видео я читаю и очень ценю. Буду счастлива видеть вашу реакцию в комментариях. До новых встреч, творите и сияйте.